Это история об еще одном спасении маленьких жизней. В тот день Джоан Боуэлл вышла покормить бездомных животных. Она делала это уже много лет. Женщина постоянно подкармливала бездомных кошек в разных районах города. Придя на одно из своих знакомых мест, она, как обычно, стала раздавать еду голодным животным, как вдруг неподалеку услышала слабый писк. Женщина осмотрелась и поняла, что звук доносился из небольшой коробки, которая лежала под деревом. Открыв коробку, женщина обнаружила двух маленьких котят, которые изнывали от жары и духоты. Они выглядели очень истощенно и напуганно. Мамы кошки поблизости не оказалось. Джоан прождала около часа, но к котятам так никто и не пришел. Женщина решила забрать их домой. После того, как Джоан накормила малышек и привела их в порядок, они немного взбодрились и даже стали играть друг с другом. Она назвала их Ванила и Коричка и решила оставить у себя, пока они полностью не восстановятся. Через неделю Джоан опять кормила кошек в том же месте. На этот раз она услышала жалобный писк из зарослей высокой травы. Она и понятия не имела, что совсем близко лежат еще два братика из того же помета. Боуэлл пробралась сквозь высокую траву и нашла там еще двух малышей, которые были одного возраста с сестричками. К сожалению, один из малышей уже не шевелился, а вот второй все еще боролся за жизнь. Джоан не понимала, по какой причине мама-кошка разделила и бросила своих котят. Возможно, с ней что-то произошло. Женщина принесла ослабленного мальчика к себе домой и стала его выхаживать. Его состояние было достаточно тяжелым. Из-за глазной инфекции он почти ничего не видел. Тельце было все искусано насекомыми. Малыш страдал от обезвоживания. Все это требовало срочного лечения. Джоан запаслась необходимыми лекарствами и принялась восстанавливать малыша Чили. Каково же было ее удивление, когда ей на помощь пришли малышки Ванила и Коричка. Они прижались к малышу и стали согревать своим теплом. Чувствуя такую поддержку и любовь, Чили нашел в себе силы бороться за жизнь, и его состояние понемногу улучшалось. День за днем он становился энергичнее, его глазки стали видеть, а вес приходил в норму. Благодаря заботе сестер и оперативному лечению, Чили со временем превратился в здорового игривого мальчика. Сама Джоан уверена, что без помощи сестричек ей было бы тяжело выхаживать Чили. Эти малыши прошли через трудные испытания и, наконец, обрели счастье. Когда котята подрастут, их пристроят в приемные семьи, а сейчас они живут все вместе, в теплом доме и наслаждаются обществом друг друга и заботой своей приемной мамы.